Это настоящий взрыв в мире российского шоу-бизнеса, и осколки этого взрыва летят прямо в лицо обычным гражданам, которые даже не подозревали, что звездные разборки могут ударить по их кошелькам и безопасности. Вы думали, что это очередная сплетня из желтой прессы? Ошибаетесь. Это прецедент, который ломает рынок недвижимости и заставляет нас пересмотреть само понятие справедливости. То, что происходит сейчас вокруг народной артистки России Ларисы Долиной, уже нельзя назвать просто скандалом. Это настоящая интернет-война, социальная катастрофа и юридический казус в одном флаконе. История, которая начиналась как драма обманутой женщины, превратилась в триллер, где нет положительных героев, зато есть разрушенные судьбы и потерянные сотни миллионов. Певица, чей голос десятилетиями создавал погоду в доме, теперь оказалась в эпицентре такого шторма, от которого не спасет ни один зонт. Травля, бойкоты, жесткие мемы и всенародное осуждение. Почему народная любимица в одночасье стала народным изгоем? Почему вместо сочувствия она получает плевки в спину? И самое главное, почему эксперты говорят, что из-за этого дела рынок вторичного жилья в России может просто умереть? Пристегните ремни, потому что мы погружаемся в детали самого громкого и противоречивого дела этого года, о котором молчать уже просто невозможно. Давайте разберем этот запутанный клубок событий, ниточка за ниточкой, чтобы понять, как мы дошли до такой жизни. В центре сюжета элитная недвижимость, огромные деньги и схема, цинизм которой зашкаливает. Лариса Долина, икона эстрады, продает свою роскошную пятикомнатную квартиру в престижнейшем районе Москвы, Хамовниках. Цена вопроса — астрономические 112 миллионов рублей. Казалось бы, обычная сделка для людей такого полета. Но, как выяснилось позже, за ниточками этой сделки стояли не риэлторы, а изощренные мошенники. Преступники, используя методы психологического давления и манипуляции, заставили артистку не только продать жилье, но и перевести им все вырученные средства, добавив к этому еще и личные сбережения. В итоге Долина осталась без денег. Трагедия? Безусловно. Человека обманули, развели, оставили ни с чем. Любой из нас мог бы оказаться на месте жертвы телефонных аферистов, и по-человечески артистку можно и нужно пожалеть. Но вот здесь начинается тот самый поворот, который разделил общество на два непримиримых лагеря и вызвал волну гнева, какой интернет не видел уже давно. Осознав, что ее обманули, Лариса Долина не просто обратилась в полицию. Она подала в суд иск о признании сделки купли-продажи недействительной, и суд встал на ее сторону. Квартиру вернули певице. Хэппи-энд? Как бы не так. Ведь в этом уравнении была еще одна переменная — покупательница. Женщина по имени Полина Лурье. Она не была мошенницей, она не была частью преступной схемы. Она была обычным добросовестным покупателем, которая заплатила реальные 112 миллионов рублей, оформила все документы, прошла все проверки и надеялась въехать в свою новую квартиру. И что мы имеем в сухом остатке? Лариса Долина с квартирой, хоть и без денег, которые отдала мошенникам. Мошенники с деньгами где-то за границей, а Полина Лурье без денег и без квартиры. Человек, который честно заплатил за жилье, оказался на улице, потеряв все. Именно эта чудовищная несправедливость и стала детонатором общественного взрыва. Люди задают резонный вопрос. Почему за ошибку и доверчивость звезды должен платить посторонний человек? Почему убытки от действий преступников перекладываются на плечи добросовестного покупателя? Эта ситуация породила явление, которое эксперты и журналисты уже окрестили эффектом Долиной. Это не просто красивый термин, это реальная угроза для экономики рынка недвижимости. Суть эффекта пугающе проста. Теперь любая сделка на вторичном рынке — это русская рулетка. Правоохранительные органы бьют тревогу, фиксируя волну подражаний. Мошенники поняли, что схема работает идеально. Продавец под их давлением продает жилье, отдает деньги, а потом через суд забирает квартиру обратно, ссылаясь на то, что был введен в заблуждение. Покупатель же остается ни с чем, потому что взять с мошенников нечего, их еще нужно поймать, а продавец по закону возвращает свое имущество. Рынок вторички сейчас находится в состоянии, близком к клинической смерти. Риэлторы в панике, покупатели в ужасе. Люди боятся связываться с пожилыми собственниками, боятся покупать квартиры у знаменитостей, боятся вообще совершать сделки, где фигурируют крупные суммы.
Доверие к институту нотариусов, к банковским проверкам, к самой системе регистрации прав собственности подорвано. Граждане пишут в комментариях: как теперь покупать жилье? Риэлторы ни за что не отвечают, нотариусы ни за что не отвечают, банки просто переводят деньги. А в итоге ты можешь остаться бомжом, просто потому что продавца, видите ли, обманули по телефону. Пожилые продавцы начали массово оспаривать совершенные сделки, и суды завалены исками. Рынок парализован страхом. На этом фоне особенно громко прозвучал голос одного из самых известных адвокатов страны Александра Добровинского. Человек, который защищал Филиппа Киркорова, Андрея Малахова и многих других звезд, решил вскрыть подноготную этого скандала. И его вердикт был жестким и неожиданным. Добровинский не стал обсуждать моральный облик мошенников, он указал на катастрофическую ошибку самой Долины и ее команды. «Разрастающийся скандал теоретически меня не касается», — заявил адвокат, «но я не могу молчать о профессиональном аспекте». По мнению Добровинского, тотальная травля певицы — это прямой результат провальной работы ее юристов и пиарщиков. Он привел примеры из своей практики. Когда его клиенты попадали в переделки, он, как адвокат, всегда выходил на передовую. Он становился щитом, принимая на себя весь негатив, объясняя, аргументируя, вступая в полемику с обществом. Он не давал толпе растерзать своего подзащитного. А что мы увидели в случае с Долиной? Полный информационный вакуум. Артистка молчала. Или, что еще хуже, записывала странные видео, которые только подливали масла в огонь. Ее юристы, те самые стряпчие, как выразился Добровинский, не вышли к людям, не объяснили позицию, не попытались смягчить удар. Они бросили свою клиентку одну против разъяренной многомиллионной аудитории интернета. Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев. Она не должна ничего говорить. Говорить должны профессионалы, возмущается Добровинский. И он прав. Интернет не терпит пустоты. Если нет внятного объяснения, люди придумывают его сами. И в этот раз они придумали образ жадной звезды, которая, пользуясь связями, отжала квартиру у простой женщины. Вместо сочувствия Лариса Долина получила волну ненависти. Всплыли старые обиды. Люди припомнили ей все. И высокомерные высказывания на музыкальных шоу, и видео, где она хвастается тем, что ей все позволено на дорогах, и ее статус небожительницы. Скандал с квартирой стал последней каплей, прорвавшей плотину народного недовольства. «Мошенники обманули Долину», — пишут разгневанные пользователи. Так пусть она и разбирается с мошенниками, почему она решила свои проблемы за счет покупателя. Правильным путем было бы добиваться наказания виновных через органы, а не лишать жилья человека, который принес тебе деньги. Социальные сети переполнены мемами. Над народной артисткой откровенно смеются, ее образ подвергается деконструкции и осмеянию. Но смех этот горький и злой. За ним стоит страх обычного человека перед системой, где прав тот, у кого больше влияния и известности. Общество раскололось, но перевес явно не на стороне звезды. Одни пытаются робко защищать певицу, напоминая о ее возрасте и заслугах, о том, что мошенничество — это страшное преступление. Но большинство неумолимо. Если ты совершила ошибку, имей мужество за нее платить, а не перекладывать ответственность на других. Тем временем пострадавшая сторона не собирается сдаваться без боя. Полина Лурье, женщина, которая потеряла все, идет до конца. Она уже обратилась в Верховный суд. Ее позиция железобетонная. Она добросовестный приобретатель. Она не знала и не могла знать о том, что Долину кто-то обрабатывает по телефону. Сделка была чистой, документы в порядке, деньги переведены. Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, делает акцент на важнейшем факте. Во время продажи квартиры певица находилась в абсолютно адекватном состоянии. Она не была под дулом пистолета, она не была недееспособной. Она добровольно подписала документы и добровольно отдала деньги. И если Верховный суд примет сторону покупательницы, это станет поворотным моментом не только в этом деле, но и во всей судебной практике России. Но пока суды идут своим чередом, карьера Ларисы Долиной рушится на глазах. Шоу-бизнес — сфера жестокая, и репутация здесь стоит дороже золота.
Коллеги по цеху начали отворачиваться. Организаторы концертов, видя настроение публики, массово отменяют выступления. Никто не хочет видеть на своей сцене артиста, который вызывает у зрителя раздражение и злость. Телевидение, этот главный рупор успеха, тоже захлопывает двери. Артистку начали вырезать из праздничных эфиров. Новогодние огоньки, которые невозможно представить без хита про погоду в доме, в этом году пройдут без нее. Первый канал перенес съемки популярного шоу «Три аккорда» с ее участием на следующий год. Явный сигнал, что сейчас выпускать «Долину» в эфир токсично для рейтингов. Это удар не только по самолюбию, но и по финансам. Содержание команды, музыкантов, привычный уровень жизни — все это требует огромных средств, а источник дохода перекрыт общественным бойкотом. Фотографии с красных дорожек сменились фотоколлажами из судов. Заголовки о новых альбомах уступили место хроникам судебных баталий. С квартирой, но без концертов. Так теперь характеризует положение звезды в светской хронике. Александр Добровинский уверен, это только начало. Травля будет продолжаться, потому что механизм запущен, а грамотного противодействия нет. История показывает, что в нашем цифровом веке даже юридическая победа может обернуться полным моральным поражением. Можно выиграть суд за квадратные метры, но проиграть битву за сердца людей. И этот проигрыш может стоить куда больше, чем 112 миллионов рублей. Это цена забвения, цена потери уважения, цена одиночества на вершине, с которой тебя пытаются скинуть. Этот кейс должен стать уроком для всех. Для звезд, которые думают, что их статус защитит их от всего. Для юристов, которые забывают, что защита клиента — это не только перебирание бумажек в суде, но и битва за его честное имя в публичном поле. И, конечно, для всех нас, обычных граждан. История с квартирой в Хамовниках показала, насколько мы все уязвимы. Сегодня ты покупаешь квартиру своей мечты, а завтра к тебе приходят приставы и говорят, что продавец передумал или был обманут. И ты оказываешься на улице с ипотекой, но без крыши над головой. Эффект долиной уже изменил реальность. Люди стали подозрительнее, сделки срываются, рынок лихорадит. И пока 70-летняя артистка продолжает удерживать оборону в своей отвоеванной квартире, интернет продолжает бурлить, генерируя новые теории и обвинения. Кто прав? Кто виноват? Должна ли звезда компенсировать убытки Полине Лурье из своего кармана, проявив благородство? Или же это исключительная обязанность полиции — найти преступников и вернуть украденное? Вопросы остаются открытыми, а напряжение растет с каждым днем. Мы будем следить за развитием событий, потому что финал этой драмы коснется каждого из нас. Это уже не просто история одной квартиры. Это история о доверии, о законе и о совести. А я, в свою очередь, желаю вам крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свое мнение в комментариях. До скорых встреч в новых выпусках.